Добрый день! Для тех, кто смотрит мое видео первый раз, меня зовут Алексей, и вы находитесь на канале Лесной Олень. Если вы помните, в прошлый раз я спрашивал, что это за странный звук в лесу. Объясняю. Это звук от двигателей космических ракет «Союз». Дело в том, что в Самаре на заводе ЦСКВ «Прогресс» производят двигатели для ракеты «Союз». Прежде чем их отправлять и устанавливать на саму ракету, эти двигатели проверяются, проходят какие-то испытания, как раз-таки примерно в 10 километрах от моей землянки. Первый раз, когда мы здесь ночевали, еще в Вигваме, с моим другом Иваном, я проснулся среди ночи от этого звука непонятного. Я подумал, что вообще какое-то восстание машин произошло. Ну, на самом деле, очень такой звук вживую непонятный и немножко странный. То есть его сложно с чем-то сравнить, там, со звуком поезда или еще с чем-либо другим. Ну, больше, может быть, похоже на звук взлетающего самолета, но намного сильнее и другие частоты. И последняя новость, точнее даже не новость, а, наверное, просто радостное событие. В Самаре, в нашей области, все лето жара была практически аномальная. Температура на градуснике не опускалась ниже плюс 35 градусов. Ну а сегодня, наконец-то плюс 25. Сегодня хочу закончить стену, четвертую и последнюю. Дверь устанавливать, наверное, не буду, потому что я не взял ни петли, да и вообще не готовился к установке двери сегодня. К этому нужно более ответственно подходить, на мой взгляд. Тяп-ляп здесь не получится. И самое главное, пора начать обустраивать быт самой землянки. Для начала мне нужно приготовить 2 бревна длиной 2 метра 10 сантиметров. Их я положу в самый низ 4-й стены. Да, первое бревно прям никак не хочет ложиться. Впритык. Все прям впритык подогнано. Все больше и больше начинаю себя чувствовать шахтером. Пыль столбом, песок забивается везде, и в нос, и попадает и в рот. Ради интереса просто сплюнул. Слюни прям чернющие, черные. Поэтому решил надеть маску, чтобы все это дело в легких не оседало.
с большим трудом, но второе бревно у меня легло на низ 4-й последней стены. Сейчас будем организовывать дверной проем. С этой стороны бревна будут где-то вот такой вот длины доходить до этой стойки. И с этой стороны мы сделаем бревна примерно длиной 40 сантиметров. Дверной проем получится, ну, 60-65 сантиметров, вот так вот. Тента уже не хватает, того, который у меня был завернут до того, как я сюда пришел. Хорошо, что я взял еще один тент. Сейчас я его прикреплю к правой стороне 4-й стены. И буду выкладывать бревна и засыпать с той стороны песком. А здесь у меня будет вход в землянку. Одна девушка в комментариях спрашивала, будет ли чистовой пол и окошко. Ну, насчет чистового пола пока не знаю, потому что для этого нужна однозначно бензопила. А вот окошко точно будет. Примеряюсь как раз таки. Вот в этом бревне отличная трещина такая есть. Я ее немножко сейчас продолжу. И воспользуюсь ей. Это будет у меня как специальный такой паз для стеклышка. Для оргстекла, если быть точнее. Да, вот оно держится само уже. Отлично. Немножко углублю его сейчас.
Следующие бревна я уже буду укладывать друг на друга и прокладывать межвинцовый утеплитель. Потому что землей до сюда я уже эти бревна уже не смогу засыпать. Они уже слишком высоко находятся. А щели чем-то пробить надо, чтобы не поддувало и не тянуло с улицы холодом зимой. Небольшая щель между стеклом и бревнышком, но ничего страшного. Избавимся от нее с помощью чего? Да с помощью все того же межвинцового утеплителя. Сюда пробью его, да и все. Так что нормально. Кстати, вот опять очень удачная трещина на бревне. Как раз таки она послужит еще одним пазом для стекла. Вот так вот. Повезло, будем считать. Немножко углубить надо. Попробуем. Так, и теперь я стекло по периметру опять-таки пробью вот этим утеплителем межвинцовым, сложенным в 4 слоя.
Самое главное, прям как она плотно встала. Отлично, просто отлично. Смотрю я на всю эту красоту и никак не могу нарадоваться. Окошко получилось просто заглядение. Мне очень нравится. Два. Да, еще третью ступеньку нужно делать. 10. Так, ну я думаю, наверное, это самый сложный этап был с этой стеной. Ну, за исключением, конечно, установки двери, но это не сегодня. Надо доделывать до конца. Сейчас с этой стороны также бревна набью. И в принципе можно будет попробовать заняться дымоходом печки. Песок пылит опять неимоверно. Опять маску надел, потому что просто дышать нечем. Все-таки полы чистовые придется делать однозначно, чтобы вот эту вот пыль не вдыхать.
этот ряд уже не факт, что землей песком у меня закроется, поэтому нужно положить утеплитель межвинцовый. Опять диагональные срубы делать надо. Подгонять под крышу, чтобы оно вошло. Попробуем. Отлично, как влетая. Решил я все-таки сделать дымоход прямым. Почему? Ну, во-первых, мне так нравится эстетически. Сразу какие-то ассоциации возникают, как будто домик в деревне. Не знаю, я в деревнях не видел ни разу, чтобы труба выходила сбоку. Хотя видел, что я говорю, видел. Но мне так нравится больше, это во-первых. Во-вторых, чистить такой дымоход намного проще. Ну и в-третьих, если вы помните, около стены есть молодая березка. Пока я не буду ее пересаживать, ну, я просто не умею, надо, во-первых, посмотреть, почитать, как это все делается правильно, чтобы ее не погубить просто. А если вот я буду выводить дымоход через боковую стену, то как раз труба попадает прямо на березку. Спалить я ее тоже не хочу. Поэтому дымоход буду делать через крышу. Я понимаю все нюансы, которые могут возникнуть, связанные с протеканием крыши, с попаданием песка сюда, с крыши внутрь. Но я постараюсь сделать все это герметично. А как это получится, посмотрим. Так, не горючий рукав продел. Не совсем, конечно, ровно получилось установить, но я думаю, это не критично. Сейчас самая главная задача — это загерметизировать все стыки трубы с крышей, чтобы у меня не было протечек, ни дождя, ни песка сюда, чтобы ничего не падало и не попадало. Еще вот такая негорючая ткань у меня есть. Сейчас
отрежу и обмотаю дымоход печки. На всякий случай, прям для подстраховки, обмотаю здесь негорючей тканью. Но по сути, мне кажется, она здесь уже не нужна. Ну пусть будет. Так. И будем герметизировать сейчас. Так. И самое главное, чтобы вода под весь этот пирог не попадала туда и не стекала внутрь землянки по трубе. Я сверху еще один тент прикреплю прямо к крыше. Все-таки не терпится мне проверить печку и дымоход. Но для этого нужно каким-то образом обезопасить стены землянки. Потому что от печки очень сильный нагрев идет. Отлично. Приехал брат на велосипеде неожиданно. Помылся, переоделся даже вот. И принял решение, что надо заночевать. Тем более я с собой сегодня взял пенку. Вот. Сейчас печку затоплю, лампу керосиновую взял тоже.
Зажгу свет в ней. Будет приятно гореть. Что еще для счастья надо? Найти заначку с весны с дошираком и тушенкой. Так, ну кофе я не буду, кашу тоже пока не хочу. Ну, приятно. Печка греет, лампа светит, горит. Но печка, конечно, жарит просто шикарно. Ее нужно обкладывать камнями, я так думаю, да. Либо внутри шамотным камнем выложить, кирпичом. Да. Надо ее немножко дорабатывать будет. Ладно. Сейчас поем, а потом спать лягу. Устал за весь день. Просто неимоверно. Вот первый раз присел, а время уже 9 вечера. Приехал сюда в 10, и вот с 10 до 9 вечера весь день в трудах прошел. Ну все, поели. Сейчас допиваю чай и ложусь спать. С собой я не взял спальный мешок, поэтому топлю печь. И я думаю, прям так в майке лягу на пенку. В принципе, тепло, но я думаю, не замерзну. Ну ладно, спокойной ночи. Доброе утро. Проснулся. Спалось, конечно, так себе. Очень жестко. Но, тем не менее, тепло. Было тепло нормально. Немножко ночью стал замерзать. Слава богу, был дождевик с собой. Дождевиком укрылся обычным. Нормально. Без спальника обошелся, в общем. Главное, в печку дрова подкидывать периодически. Ну, естественно, конечно, дверь нужно ставить. С дверью будет намного теплее, будет тепло держаться внутри помещения. Пока этого нету. Ну, все это со временем потихоньку сделаю. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Кому понравилось увиденное, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Кому не понравилось, обязательно напишите об этом в комментариях. До новых встреч. Пока-пока.